Давайте вернемся к исходу, 18 глава. And we are looking at how Moses was growing in his leadership skills. Мы давайте посмотрим, как Моисей растет в навыках руководства. So let's reread verse 21. И давайте перечитаем еще 21 стих. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих скорость, и поставив над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. All right. So the first thing we see is that he was to choose out men. Find able men. Первое, что он должен найти способных мужчин, способных людей. So more than likely there are some people there that he could have chosen from. He just wasn't thinking about it. То есть, конечно же, люди были, из которых можно было выбирать, он просто об этом не думал. So it had to be men of God. То есть они должны были быть мужьями Божьими. Notice they had to have a good character, У них должен быть хороший характер, right? So they were leading themselves well. чтобы могли сами собой руководить And he says, хорошо. all right, then we're going to put them over others. И потом уже можно их ставить над другими. But notice that some of those were leaders of leaders. Но запомните, некоторые из них, вернее, обратите внимание, что некоторые из них лидеры лидеров. So, because you had groups of tens, То есть там группы по 10, над ними начальник по 50, hundreds and thousands, 100 и 1000. right? So that's just an organizational chart. То есть это вот такая организационный расклад. So if need be, things could go up the chain. То есть если что-то надо, какая-то нужда, все по команде, по цепи, все движется. Because the next verse tells us that if something is of great importance, it needs to go to Moses. А в следующем стихе сказано, что если дело особой важности, то тогда его можно передать самому Моисею. But the smaller things people could handle. Ну, меньшей важности люди могут и сами это все порешать. So as you're giving the ministry away and you have other mentors, И когда вы вот отдаете служение, и у вас есть наставники, you're going to have leaders over those mentors. у вас будут и лидеры над этими наставниками. And really a good ratio for a person is 1 to 5. So for every leader, he needs to probably have 5 people under him. То есть хороший вот рацион соотношения на каждого лидера надо хотя бы 5 человек, которыми он мог бы руководить. 5 человек. We have a saying in our church. В нашей церкви есть такая пословица. I care more about you than what you can do for me. Я о тебе больше забочусь, чем то, что ты можешь мне сделать. So every leader who has people under him, То есть каждый лидер, который под ним есть определенные люди, his first responsibility is to take care of those people and make sure that they're spiritually healthy. его первая ответственность это заботиться об этих людях, чтобы они были духовно здоровыми. So he's to encourage them and to love them and to take care of Постоянно them. их ободрять, любить, заботиться о них. And when you have leaders like that, and then they come to those individuals that they've been caring for, И когда будут вот такие лидеры, и они будут подходить к людям, о которых заботятся, it's real easy to get them to do what they need to do. если они будут знать, что они будут о них заботиться, то тогда для них легко и делать все, что надо делать. Right? So the Bible teaches us that we need to have this organizational structures. Поэтому Библия учит нас, что в организации должна быть структура определенная. And Jesus taught the same thing as we talked about yesterday with the feeding of the 5,000. И Иисус учил приблизительно такому же, когда мы вчера говорили, когда Он накормил 5000. All right, so let me give you some skill sets for leaders leading other leaders. А теперь запишите навыки для лидера, который ведет лидера. All right, first they create a team environment with the individual leaders. We talked about Мы that. уже об этом говорили, это создать среду
среду, команду, в команде лидеров. Okay, and then they conduct huddles that encourage and instruct the leaders to accomplish the current tactics and vision. Для лидера, который ведет. A huddle would be just their group. You probably just need to say meeting. But they conduct meetings that encourage and instruct the leaders to accomplish the current tactic and vision. И потом лидер вот над лидерами должен проводить собрания этих лидеров, чтобы наставлять лидеров выполнить текущую тактику и видение. Чтобы выполнить текущую тактику и видение. Еще раз повторите. Нужно уметь собрать собрание или провести собрание для лидеров, чтобы выполнить текущую тактику и видение. Для выполнения текущей. Да, для выполнения, там написано текущих тактик, для выполнения текущих тактик и видения. All right, the next one, we want them to establish spiritual growth patterns for leaders Да. that will enhance his or her spiritual growth. Потом лидер должен уметь установить духовный образец развития для лидеров, лидер должен будет установить духовный образец развития для лидеров, что в свою очередь увеличит их духовное хождение. So an example of that would be Это пример этого будет, a leader bringing a book, for example, and saying, "Hey, I want you to read this book. It's really going to help you." например, лидер над лидерами принес какую-то книгу и говорит им всем: вот я только что почитал эту книгу, и я советую вам тоже найти время ее прочитать, потому что это улучшит ваше духовное хождение. You want to make sure that the leaders are constantly growing. То есть он заботится о постоянном росте своих лидеров. I think one of the things that happens to leaders is that people don't take care of them on that level. И я думаю, что часто с лидерами происходит, что люди не заботятся о них уже на том уровне. Уже никто о них никакой заботы не несет. And they end up getting tired И они быстро устают. because they start to walk in the flesh instead of walking in the spirit. Они начинают идти в плоть вместо того, чтобы ходить по духу. And sometimes they can even get to a place where they just burn out, where they say, Иногда "I'm done." они могут дойти до такого места, где они сгорают полностью и говорят: все, я закончил все свое дело, больше не буду. So you have to have enough structure that somebody's pouring into their life as well. Должна быть в структуре такое место, чтобы кто-то постоянно вкладывал в них. Okay, on every one of these skill levels, На каждом из этих уровней навыков you're always looking, that person's always looking for the next leader. всегда вы наблюдаете, что тот лидер всегда заботится о следующем лидере. So the skill set is to identify and cultivate new leadership potential. То есть вот это вот набор этих навыков, это для того, чтобы найти и увидеть потенциал руководства. And then they need to understand how to handle personal issues. Они все должны знать, как с личными вопросами справляться. That encourages and challenges the individual. Потому что личные вопросы будут и вызовом для них, и будут, если они справятся с вызовом, будет и ободрение, то есть удовлетворение, если они справятся. So we definitely want them to be edifying. We want them to be building people up. То есть они должны быть назиданием, то есть справляться вот с личными вопросами должно быть назидание для всех. Okay, so you have leading yourself, Итак, первое, вести самого себя, leading others, вести других leading leaders, и вести лидеров, and then leading an organization. и
после этого вести уже организацию. All right, so leading the organization would be pastors, deacons. Лидеры организации, сюда входят уже пастора и диакона. Okay, and there's a whole different skill set for them. И целый другой набор навыков для них. All right, so here's the core competencies for them. И вот основное ядро навыков для лидеров организации. Number one, Первый. produce a culture that inspires and protects the mission of the organization. Значит, производить такую культуру, которая вдохновляет и защищает миссию организации. Производить такую культуру, которая вдохновляет и защищает миссию организации. All right. The second one is to develop and articulate vision and direction for the entire organization. Второе – это развить и Too fast. произвести культуру, такую культуру, которая вдохновляет и защищает миссию организации. Это первое. Второе – развивать и артикулировать видение. Артикулировать – это вслух говорить. Развить и озвучивать видение, да, и направление всей организации. Миссия организации. Еще раз, Производить такую культуру, которая вдохновляет и защищает миссию организации. Подсказка вам, вы записывайте у себя на ум, и потом это пусть звучит, и пока помните, сразу записывайте. Мы в этом следующую информацию. Следующее вылетает. Мы учимся, все нормально. Развить такую, развить и озвучить видение. Второе, защищать. Второе, защищать миссию организации, это к первому. Это как культура, которая вдохновляет и защищает миссию организации. Второе, развить и озвучить видение и направление всей организации. Развить и озвучить видение и направление для всей организации. Is that two? Да. Okay. Это второе. So number three, build an effective team with the competencies to be successful in the mission of the organization. Третье, построить эффективную команду с навыками построить эффективную команду с навыками достижения успешного выполнения миссии организации. Построить эффективную команду с навыками успешного выполнения миссии организации. Успешными выполнением миссии организации. Я понимаю, когда организация церкви. Да. Ну, то, в принципе, касается любой. Да, любую организацию, но тут церковь подразумевается. Organization, не church. Yes. Так, еще два было. Это третье было, еще два. The reason why I didn't use the word church Значит, почему я вместо церкви поставил слово организация? is because these competencies they can be used in all kinds of scenarios. Потому что эти навыки на любого рода сценарий подходят. All right, so the next one is execute a long-term financial plan that will be healthy for the entire organization. Четвертое – это выполнить долгосрочный финансовый план, который будет здоровым для всей организации. Что значит выполнить? Можно кидать, планировать. Execute, that's not a plan, that's doing it, right? Right. Execute. Нет, выполнить, исполнить долгосрочный финансовый план, который будет здоровым для всей организации. Исполнить долгосрочный финансовый план, который будет здоровым для всей организации.
Непонятно, почему. We don't understand this. Can you explain? Okay. Сейчас он объяснит. Yes. Который будет что? Ultimately, the pastor is responsible for what the church spends money on. Пастор несет ответственность, как церковь тратит деньги. So even though he might not be establishing the plan, he's still responsible. Хотя он, может быть, и этот план не будет ответственным за план установленный, но он будет ответственный за то, куда деньги уходят. So he has to make sure that it's executed То properly. есть он тогда должен внимательно следить, что деньги используются в правильном направлении. Какое же отношение к ученичеству? Вот how does it do? Так это навык. How does it, what kind of, how does it has to do with discipleship? Лидерство включает в себя вопрос. The skill doesn't necessarily have to do with discipleship as much as it does with running the church. Это навык не для ученичества, это навык для управления церковью. Для лидерства. А ученичество это одна из миссий ученичества. If you don't run the finances properly, then you don't have a church. То есть если финансово неправильно руководить финансами церкви, то тогда церковь далеко не зайдет. There's two things in America that usually causes the pastor to fail. Да, в Америке, ну, по крайней мере, два дела, из-за которых пастор терпит неудачу. One is money, Одно это деньги, and the second one is women. и второе это женщины. Yeah. It's the truth. Вот такая вот истина. More than what I'd like to admit. То есть признать это надо, это больше случается, чем другие Подать вещи. грех. Is that true here in America? А здесь какие неудачи? Здесь это подходит или не подходит? С деньгами, да, женщинами нет. Yeah, with money more. Вы за всех так не расписывайтесь. Пенсионеры. Yeah. So you have to be on. So you have to be on top of the money. You have to know То есть what you're doing. надо быть выше денег и над деньгами. Надо знать, как тратить деньги. And then the last one, leads in a manner that protects the integrity of the Да. organization. И последнее это управляет таким образом, который защищает целостность организации. Управляет таким образом, который защищает целостность организации. So the reason why these are important, and I wanted to give them to you, Почему я считаю это все важным и даю вам это все? is because sometimes a pastor gets bogged down in all the details of the work because he's not delegated to the other leaders. Иногда пастор настолько увлекается во всех деталях работы, вместо того, чтобы проделегировать ответственность, он во все детали вникает и в этом как бы закапывается, да? И тонет, да, в этом. И теряет общий вид. And he loses the big picture. Right? Exactly. Да, он теряет общий вид, большую картину теряет. We talk about pastors needing to have that 30,000-foot view. То есть у пастора должен просматриваться горизонт на 30 тысяч километров. Горизонт просматривает. Ну, он сказал 30 тысяч футов. В общем, должен пастор видеть аж горизонт. До самого счастья. Да, до самого счастья. A good pastor literally might be planning 10 years down the road. Хороший пастор, может быть, планирует на 10 лет вперед по пути. But if you're bogged down in the details, Если вы закопались в деталях и вообще погрузли в этих деталях, you're trying to figure out who's going to open up the church on Sunday. то вы тогда, Кто-то другой запланировал. вы тогда говорите, тогда трудно даже кого-то назначить, чтобы открыли дом молитвы в воскресенье. You only have so much brain power. Потому что, смотрите, мозга хватает только
на определенное количество силы мозга хватает. And so what people don't understand is that if you're using your brain power for these little things, you're not being able to think of the big things. Что люди не понимают, что если всю силу мозга и распылять на вот эти мелочи все, то тогда на что-то большое вообще его не хватит. So how are you going to be reestablishing the entire way that your church does ministry if you can't think about it on a big level like that? То есть как же тогда вообще переустанавливать все служение в церкви, когда вы на большой карте не можете это все думать, на большой карте, на большом уровне? All right, so what I'm doing is I'm trying to get you guys ready for that plan of action. То есть к чему я это все веду? Я хочу, чтобы вы достаточно внимания уделяли плану действий. In one of the competencies we talked about the tactics and vision. И один из навыков это необходимо понимать, что такое тактика и видение. So I wonder if somebody were to come into your church and say, hey, what's the vision of this church? И я вот просто мне интересно, если кто-то зайдет в вашу церковь и спросит у любого встречного, каково видение вашей церкви? I mean, a lot of times we just take the Bible and we just say, well, you know, we just follow the Bible. И очень часто люди говорят, берут Библию и говорят, а мы следуем по Библии. Which to them doesn't mean anything. То есть это ничего не означает еще. We have to define it for people. Надо, для людей это ничего не означает, что мы идем по Библии. Размыто, да. Людям надо обозначить. So one of the things we're going to talk about after lunch, we're going to talk about a vision statement. После обеда мы как раз это будем говорить. Мы будем говорить, что значит видение и такое понятие, как заявление видения. Let me give you my vision statement at Reliance, our church. Наша церковь вот, имеет тоже заявление видения. Я сейчас его вам скажу. Okay? Producing Jesus followers of faith. Производить последователей Иисуса верой. That expand God's kingdom. Followers of faith. Jesus followers of faith. It means we want them to live by faith. Производить последователей Иисуса, живущих верой. Дальше, второе. That expand God's kingdom. Которые расширяют Божье Царство. So all of my members, they know that statement. Все мои члены знают это одно предложение. What are we trying with? So if I come to one of my members and I say, what are we trying to do? Я, если подойду к любому поперечному встречному в нашей церкви и спрошу, что мы как церковь, что мы пытаемся делать, они сразу мне одним предложением ответят. And what happens is it makes us unified. То есть это всех нас объединяет. And they understand that discipleship is a major. If you break that out, discipleship is a major. И если это разложить на части, вот это одно предложение, они понимают, что ученичество – это большая часть того, что мы делаем. And for the longest time, in the church world, they didn't like to do anything that had to do with organization or business. Да. Долгое время в жизни церкви люди как бы обходили стороной все то, что, то есть не хотели вот организовываться и не хотели делать все так, как вот в бизнесе все делается, дела. But what they don't understand is that the businesses actually got their principles from the Bible. Но что мы не понимаем, что каждый бизнес свои принципы взял из Библии. If they're true principles, если они истинные принципы, they come from the Bible. Все оно идет из Библии. So we can't throw the whole thing out and say, well, that's just business talk. Но мы не можем все выбросить и сказать, что это так в бизнесе, так делают и так поступают. No, it's just truth. Это просто истина. Right? Okay, so here's another thing as you're getting your action plan ready. И вот еще, что нужно знать, если планировать вот план действий. Подготовиться к плану действий. I'm back in the notes. Созданию плана действий. Я назад. Under number 2, letter B. Назад 9-я страница под буквой Б. You got to plan something that can be measured. Вот здесь должен быть план действий. То есть
должен быть такой план, который должен быть измеримым. Под вторым номером буквы «Б», и вот здесь идет тоже маленькая буква «Б». Ваши планы должны быть измеримыми. Like, for example, when I was planning for this class, Например, когда я готовился, планировал этот класс, I began to list out my goals of what I wanted to teach you. то есть я начал свои цели ставить, чему я научу вас. The exercises that I wanted you to do, Сюда входят и упражнения, которые я хотел бы, чтобы вы прошли. and obviously the end result is I'm hoping that you will start И, discipleship, конечно же, discipling people. конечный результат из этого класса это то, что вы все-таки попробуете процесс ученичества. But if I didn't have any goals for the class, how would we know whether we Но если бы у did a меня good job? не было вообще никаких целей для этого класса, как же нам тогда узнать, что мы хорошо это дело выполнили? So you have to have an action plan as you try to То do есть something. план действий должен быть, если что-то хотите сделать. If I were to come to start a church in this city, Если мне, допустим, приехать и начать новую церковь в вашем городе, the very first thing I would do is I would get a demographic of the area. Первое, что бы я сделал, это демографическое исследование вообще области вот этого места. Right? How many people are here? Сколько тут людей How живет? many people are Orthodox? Кто из них How православный? many churches do we have? Сколько тут всего церквей? How many evangelistic churches do we have? Сколько евангельских тут церквей? And I would do all of that study first. Я сделаю это изучение прежде всего. And then I would start a game plan of evangelism of how I was going to win the new people to И Christ. потом я начну вот эту игру евангелизации, чтобы привлечь людей ко Христу, завоевать их для Христа. I would begin to set goals. Like, for example, when I started our new church, И я поставлю определенные цели, например, как в основании новой церкви у нас. from the very beginning, I told them we need 50 mentors. С самого начала я им сказал, что я хочу, чтобы у нас было 50 наставников здесь. And before we get our building and we open up our doors and everything like that, we need at least 50 И mentors. прежде чем у нас будет свое здание, мы откроем двери своего здания, я хотел бы, чтобы у нас уже было 50 наставников. So when we got to March 6th, when we actually did open our doors to the public, И когда до 6 марта мы уже открыли свои двери для всех желающих, we had 27. у нас было Mentors. 27 наставников. So I had set a goal for 50, Я поставил планку на 50, and we had 27. а было у нас только 27. За какой срок? И вот так, In a year. за один год. I'm okay with that. Ну, нормально, я доволен. You don't have to necessarily hit your goal, То есть не всегда мы достигаем наших целей, которые мы ставим. but there needs to be something that you measure it by. Но должно быть какое-то измерение целей. So 50 would have been amazing. 27 is still good. 50, конечно, было бы замечательно, но 27 это тоже хорошо. Okay? So goals and objectives. То есть цели и должны быть измеряемы. Okay, and another thing that goals and objectives will do is they will, it'll answer the question, what are you trying to accomplish? И второе здесь под маленькой буквой «Б» должны знать, что мы пытаемся выполнить, достичь, чего пытаемся достичь. All right, so maybe in your established churches, as you're starting discipleship, maybe you have a very simple goal. Может быть, у вас уже в установленных церквах есть простая цель или цель, простые, самые простые. I'm going to disciple one guy this year. Может быть, одного человека научить в этом году. How many students do we have here? Sergey, how many students do we have? Сколько у нас тут студентов, you mean college students? No, just in this room. Well, yeah, I mean that are taking this class. Сколько у нас тут студентов, которые в этом колледже учатся как студенты, не как посетители? Сколько? Можно попросить поднять руку. Поднимите руку, кто студент? Вот посчитать. Вау, больше. No, Посчитать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, да, ну присутствует 15, 15. 15. All right, so
let's say that everybody in this room decided, I'm gonna have a goal of discipling one person for the next Ну, year. давайте, если вот каждый студент в этой комнате, допустим, пройдя этот класс, поставит одну простую цель обучить одного ученика за этот год. Does that sound like an attainable goal? Как вы думаете, это достижимая цель? Yes. And then all of a sudden we'd have 30. А потом вдруг будет 30. And if you kept doing that, 30, 60, 120, 30, 60, если каждый по одному, 120. you're gonna change this entire area Вы всю эту область тут все изменится. with just those simple goals. С одной простой целью. А есть какой-либо отработанный уже на практике курс подготовки лидера? Да, Is на этот вопрос был. games where Мы вокруг да около, вроде мы говорим о планах вокруг, а сам we talk то, о чем мы говорим, оно есть? Is there practice? Is there Yes, yes. process? Yeah. Да, да. We're getting there. Мы подходим, приближаемся. Что мы получим, как Это для выпускников колледжа. Конечно, через получим. 16 лет. А нам сейчас надо. Вы не легла. No, actually, I'm printing it. We're getting it printed. Да, он сейчас находится в печати. Yeah, and I'm hoping, I think we might have my notes in Ukrainian. Есть. Всего Но единственное только, что, по-моему, он будет на украинской мове. Ничего? Тут уже мы переведем. We will translate. Yeah, yeah. Okay. Good. Do you have another question? Do you have another question? Еще больше вопросов нет? Да, есть двойная выгода от этого. Когда человек кого-то учит, он проходит сам этот курс и сам поднимает, сам у себя учит. Параллельно. Есть проблема. Надо начинать уже. Ну, когда раньше у нас это было? 2.7, помните? 2.7. Да, We замечательно. used to, классно серия. Да. Толик Скирлин, Ее все по-моему. прошли и успокоились. We used to have it's 2.7. По-вашему, 2.7. Но он за 2.7 не слышал. Хотя это Авраам Бальмонт, да? Видите, мы зациклились на прибавлении, а смысл все-таки умножение. We are stuck on adding, but the purpose is the multiplication. Right, right. Yeah. Okay, let's keep moving. Прибавление, да. Okay, you've got to have some kind of markers for success. То есть и должны быть для обозначения или нахождения успеха должны быть какие-то вехи, то есть какие-то столбы, контрольные точки, да. Зарубки на дереве, на столбе. We understand that numbers are the Lord's business, Мы понимаем, что числа только Господь знает точное число. right? But we also understand that numbers are souls. Но мы также понимаем и должны понимать, что за этими числами стоят души, души людей. So you don't want to necessarily set goals for the Lord's work, like for example, how many people will repent. Поэтому мы не будем ставить такие планы, сколько людей покается в этом году. Это Божья работа. Сколько Он только знает, сколько покается. But you could set a goal of how many people you're going to witness to. Но вы можете поставить цель, скольким людям вы посвидетельствуете. Right? And you could set a goal of how many people that you want to disciple. И вы можете поставить цель, скольких людей вы будете обучать. Right? Now you don't know how many you're going to finish, Никто не знает, сколько из этих обучаемых закончат, пройдут полностью. because remember, what's the ratio of people that finish? Помните рацион соотношения, сколько из 4 сколько заканчивает? 1 out of 4. 1 out of 4. 1 из 4 только заканчивает курс. Right? Now if the Lord blesses, maybe it's 1 out of 2. Может быть, если Господь благословит, может быть 1 из 2. But that's up to the Lord. Но все только Господь знает. But I can be faithful to disciple. Но я могу быть только верным, проводить этот курс ученичества. Okay, so going on to the next one there. Plan something that can be understood by others. Давайте дальше будем двигаться. С, маленькая буква С. Планируйте так, чтобы было понятно другим. And as a pastor, this is a major thing.
И для пастора это основное. You need to have some mission statements or a mission statement. Надо заявления миссионерские, сделать заявление миссии. Какова наша миссия? Write this question. How many churches are in this area? Do we know? Скажите, вот в этой области, где город Лисичан, сколько тут в округе, сколько тут церквей? Кто-то знает приблизительно? How many Baptist churches? Евангельских, баптистских церквей хотя бы. Одна. В этой в округе одна. Нет, в городе, имеется в виду, в городе, Северодонецк, Рубежное, вот это вот, это все. Ну, с десяток. 27 в этом регионе отделен, остальные по ту сторону. Это по списку. По списку. 27 on this side of the Lugansk region. They occupied its 27, да? Это в области, по области. Это деревня. All right. So under that mission statement, I want you to write a question. То есть заявление миссии, напишите вопрос. Why did God put our church in this area? Вот это, где написана формулировка задачи, это заявление миссии, если быть поточнее. Запишите вопрос под заявлением миссии, почему Бог поместил нашу церковь здесь? Или зачем Бог поместил нашу церковь здесь? Every church is a little bit unique. Каждая церковь уникальна, Every немножко уникальна. No pastor is exactly the same. Ни один пастор одинаков, ни один пастор одинаков. Все разные. Да, все разные. Каждая церковь немножко уникальна. So you're answering the question, why did God put my church or our church in this area? Вам необходимо будет ответить на вопрос, почему Бог поместил нашу церковь здесь, в этой области. Like, for example, you might have a church that is a little more in the rehabilitation of people. Допустим, может быть, ваша церковь находится в том месте, где реабилитируемые люди находятся, то есть вот проходящие реабилитацию, к примеру. Or you might have a church that's a little more evangelistic as they go out into the parks and whatnot. Или может быть ваша церковь, которая более евангелизационная такая, вы любите ходить в парки и проповедовать там. As I look at my church in our area, Я когда смотрю на мою церковь, куда Бог, в ту область, куда Бог поместил нас, I really think that there's two reasons why God put us there, put me there. и я думаю, что только две причины есть, почему Бог туда нас поместил. One is the biblical knowledge that I bring to the area. Это первое, что библейское знание, которое я привез в то место. And the second one is the discipleship process that we teach that biblical knowledge. Второе – это процесс ученичества, потому что мы это библейское знание применяем на практике. And I would love for everybody to be like me. Я бы хотел, чтобы все были такие, как я. But the truth is that that's not the truth. Но правда такова, что не все такие, как я. But it's actually not good for the kingdom either. И даже не все, это не хорошо и для всего царства. Because there are some churches in our area that do a better job of taking care of the needs of poor people. В нашей местности есть церкви, которые хорошо справляются с задачей обеспечивать нужды бедных людей. So what we have done is we're trying to be community pastors where we all function together. А мы пытаемся быть пастырей в нашей области, мы пытаемся together to do what? Community pastors. That function together. Мы пытаемся быть пасторы, которые функционируют все вместе, хотя мы и разные. While at the same time understanding that we've got differences. Хотя и в то же самое время мы понимаем, что у нас есть свои различия. But we don't think that's a bad thing. We think that's a good thing. Но мы не думаем, что это плохо, это хорошо. And so we help each other. И мы друг другу помогаем. And those that take care of the poor people better than we do, we just join them when they do that. И те, которые кормят, допустим, помогают нуждающимся людям лучше, чем мы не против этого. Мы к ним присоединяемся, просто они лучше это делают, чем мы.
When we need things of discipleship, then they come to us. А когда им надо что-то по ученичеству, они приходят к нам. We've got our churches right now, we've got 5 guys that we're training up to be pastors. У нас in your church. In all the churches. Во всех наших вот церквах, в том месте, где мы находимся, там сейчас есть, проходят 5 молодых людей, которых обучаем, как быть пастором. But they chose me to be that teacher. Вот они меня выбрали быть именно основным учителем. Because that's what I do, that's what I'm good at. Потому что я в этом разбираюсь и это делаю. And so we just help each other. И мы друг другу помогаем. So you can also do that through the sermons that you preach. И, конечно же, можно это делать через проповеди, которые проповедуете вы. Listen, you have pastors. You have 52 times a year that you speak to your people. Пастыри, если здесь пастыри, у вас есть 52 раза, вы можете обратиться к своим людям. And they're only there maybe what, half the time? И они из этих 52 воскресений, они там, может быть, половину приходят, половину не приходят. All right, let's give them a little bit more than that. Ну, давайте дадим не половину, а больше, они больше половины приходят. Maybe they're there 30 times. Может быть, 30 раз приходят. Yeah. So that's how many times that you get to speak to your people about vision and direction from God's Word. Это вот сколько раз вы можете говорить своим людям о видении, о направлении из Божьего Слова. That's not very many times. Не так уж много времени. Раз, вернее. So I think you need to be very specific in your sermons Поэтому в проповеди надо быть специфическим about the direction that you're trying to take the church. насчет того, что в каком направлении вы ведете церковь. If you want your church to be a discipleship church, you better be preaching on discipleship. Если хотите, чтобы церковь была сильна в ученичестве, тогда надо и проповедовать за ученичество. Another way that you can promote that is through classes and То events. есть и можно это все через классы, занятия и определенные события тоже это продвигают. All right, letter C there. The pastor must start discipleship. Дальше С, буква С тут в конце 9 страницы. Ученичество должен начинать только пастор. Number 2, people want to be like the pastor. Потому что номер 2 здесь люди хотят быть таким, как пастор. You know, one of the things that I've noticed here А то, что я здесь заметил у вас, is and I've heard this several times now, и я уже несколько раз это слышу подряд, is that they would come to a man and say, hey, listen, we want to train you up to be the next pastor. и тут подходят, значит, старшие пастора или служителя к человеку, к мужчине, к брату и говорят: слушай, мы видим, что у тебя есть задатки, и мы хотим тебя научить быть пастором. And people decline. И No. люди тут thank you. отказываются: нет, спасибо, не надо. So that makes me question, И тогда у меня вопрос появляется. what is it about the pastorate here that people would not desire to have? И что тогда имеют здесь пастора? Что же у них за пасторское служение, что люди не желают быть такими, как они? That's just an observation. I do Это not have the моё- answer to that. Ответа у меня на этот вопрос нету, но мне так говорили и более чем один раз, и люди отказываются от служения. Если мы вам рассказываем, вы тоже сказали. Причина простая. If we would have пастора. if we would have shared with you, you would also resign. He said the reason is very simple. No. Причина простая. Они видят, что пастор живет в церкви. А они хотят жить дома. Они не хотят так сильно посвящаться. Они не могут это. The reason is very simple. They see that the pastor lives literally in the church, and they want to live at home. They don't have to commit themselves 100% to the church work. And the pastor is like Moses. He wants to do everything by himself. Yeah, exactly. Yes. So I think if you get a good discipleship process Наверное, если запустить хороший процесс and you build that good structure, и построить вот эту хорошую структуру, so the pastor's not killing himself, что пастор не убивает себя из последних сил, тянет. you might have some more guys that say, you know what, I can do that. Тогда, может быть,
появится несколько молодых людей и подойдут и скажут, а я